Ребята, привет! Видео про то, как я кормлю свои морковки. Посмотрите на этих выкормышей. Так, это моя минералочка. Минералочку им свою не дам. Так, у меня есть такое удобрение. Рост концентрат 15,7,7. Оно у меня давненько уже. Ну, еще запах есть азотика. Думаю, что оно так просто пропадает? Тут друзей надо кормить. А оно пропадает. И, в общем-то, вот на рост концентрате они у меня вот такие вот. Не, ну иногда, это я иногда. Вот тут я целое ведро им развела. Я вот пипеточку набрала. Тут сколько миллилитров? 2 миллилитра развела на вот это ведерко. А сколько ведерки, девочки? Огурки. Литр. Ну, 1000 грамм, ну, я думаю, что литр. Так, тут, конечно, ну, им нормально 430. Сначала я в большей концентрации развела, потом думаю, нет, еще корни пожгу. Я вчера эту кормила, она еще мокрая. Гляньте на это корни. Я, когда смотрю на эти растения, у меня сердце радуется. Понимаете, ты когда смотришь на такого малыша с такими, знаете, розовыми щечками, такого выкормыша, такого, ну, как вот на этикетках со сгущенкой. Это у меня такая ассоциация. У них, когда пошли корни, когда они из хиленьких превратились в таких мощненьких, я прям порадовалась. На прошлой неделе я их душевала. Они просохли хорошо, и я прям под душ, и так хорошенечко, таким хорошо теплым душиком, как вот младенцев рука терпит, вот и младенца вы бы купали, так и их. Так, как я этих двух теть? Ой, слушайте, ну, пока есть листья, вот они такие вот. Смотрите, тут уже какая бульба. Она уже, по-моему, больше становится, чем предыдущая. Это Amazing Grace. Я вам все покажу. У меня всего лишь 3. У меня 3. 2 я уморила, вот сейчас 3. Ну, вот эти 2 покупались уже как бы взрослыми. Но здесь у нас отломилась одна бульба вот на этой, на кловезии. И я ее не смогла спасти, в общем, она у меня сгинула. А это катасетум Orchid Glade. Ну, вот этот, конечно, послабее, чем кловезия, но все равно. А это у меня пилатум. Он в 1,7 покупался. Махонький мальчик. Вот этот пилатум красавчик. Я вам постоянно их показываю, потому что я не могу нарадоваться на них. Я никогда не думала, что вот есть такие орхидеи, от которых ты балдеешь в плане того, что они прут с такими листьями, понимаете? Да, я теперь понимаю девчонок и мальчишек, которые говорят, боже мой, они столько места занимают. Но я надеюсь, что они все равно на осень, там, когда скинут листву, вот вызреет бульба, они должны скинуть. Хотя вот это пиелатум, вот эти 2, на этой бульбе, видите, вот так и перезимовал, я вам показывала. Не скинул ничего. Я иногда их обрабатываю от вредителей, это надо делать, потому что их любит клещ. Еще впереди у нас будет жаркое лето, поэтому клещ будет тут как тут. Так, все, сейчас я буду просто вот сюда в поддончик налью. Дюдють. Так, мне надо чем-то зачерпнуть. Тут, знаете, как в селе. Надо взять ведро. Это я просто неправильно развела. Надо взять ведро, зачерпнуть. Я им просто вот сюда вот наливаю. Я не вверх лью, девочки, к бульбам не лезу. У меня нижний полив, 12 горшки. Не знаю, что вы скажете насчет этого. Вот так вот мы делаем. Когда у них уже стали, корни появились, вот именно стали, не стали, а появились, все, им хватит. Эту не буду поливать, это картон пойдет кушать. Когда бульбы уже начали расти, потом пошли корни. Сначала бульбы ж растут новые. Сначала вы увидите, когда они проснутся, новые бульбочки. Вы пока не поливаете. Не поливаете. Ждете, пока корни войдут в субстрат и зайдут прям, вы их увидите у стенок горшка, вот так, и в самом низу горшка. Вот тогда уже нижним поливом можно поливать. У меня внизу в посадке мох.
живой. Можно любой мох, ну сфагнум в смысле. Видите, как они оплетают и идут в этот мох. А потом мелкая кора и серамис. Вот. Вот, это мой первый опыт с этими загадочными и интереснейшими орхидеями под названием народные морковки. Девочки, ни одна из них у меня, естественно, еще не цвела, потому что это первый год. Да какой там год? Это вообще первое полугодие. Вот этому, наверное, уже осенью будет год, вот этому красавцу. А, кстати, у него немножко не такой листик, как у этих двух. Ну, у них у каждого своя листва. Здесь я вижу такие тоненькие листики. Здесь более такие... Ну, короче, я, честно говоря, впервые все это наблюдаю, прихожу просто в восторг. Вот смотрите, как он ест. Пьет и ест. Сейчас мох подберет это все, корешки намокнут. Сейчас это все выпьется буквально, ну, быстро, я думаю, быстро, да. Мох, вот я говорю, вот мох внизу, он впитывает все, и пошла работа. Этот дольше просыхает, видно, корневая еще не так сильно развита, как у этого. Когда корневая вообще будет замечательная, здесь поменьше корней, о, уже тяжелый, то, конечно же, он будет лучше пить. Мамины малышики, вы мои маленькие, вы мои сладенькие. Ну, девочки, ну посмотрите на этих выкормышей, ну это просто великолепно, просто великолепно. Еще как бы интересно было бы посмотреть на их цветение, было бы великолепно. Главное, чтобы клещ это великолепие не сожрал. О, ну, я буду надеяться, что у нас все обойдется. Все может быть, как вы понимаете. Так что вот так вот. Уже прям хочу увидеть цветение, хочу этот аромат вдохнуть. По описанию многих, не вдохнуть, послушать аромат. По описанию многих любителей морковок, их счастливых владельцев, специи какие-то. Единственное, что говорят, что вот это темные, да, катасетумы, еще они там не очень пахнут. Ну, не знаю. Ну, в общем, мне что-то даже, честно говоря, девочки, вот сколько осталось, темные и не хотелось. Сейчас полью своего картончика, мальчика, он будет рад всяким вкусностям. В следующий раз я, скорее всего, их буду поливать просто с водичкой профильтрованной. А потом в следующий раз могу аминостима им предложить. Он тоже такой, аминокислоты там в составе. Тоже им пойдет на пользу. Деток надо хорошо кормить и очень бережно к ним относиться и любить. Но эти, конечно, вообще. Но смотрите, вот эта бульба, она уже, в принципе, вровень с этими материнскими. Да, я вам рассказывала, как девочки говорят про бабушка, мама и дочка. Вот какая тут семья, видите? И даже если оплетет за сезон все корнями, ну, я здесь думаю, что еще второй сезон будет расти. Главное, чтобы место было для роста бульб. Ну, корни вообще, я смотрю, их достают каждый сезон и обстригают. Ну, вот я с этим так не делала. Тоже тяжелый такой. А, кстати, тут написано что-то. 2.06.24. То он у меня уже год. Вот он у меня год. Вот за год он, получается, вот в этом сезоне вырастил вот такую вот бульбу. Видите? А в прошлом году он от Оли ко мне приехал. По-моему, от Оли, да. Или это... Да, от Оли. Или я что-то... Ну, в общем, приехал от продавца вот с двумя вот этими бульбочками. С тремя. Вот тут еще какая-то маленькая. И вот эта новая пошла, посмотрите, вообще непонятно откуда. Ну, ничего. Я думала, что раз уже корни там появились, то уже сверху не будут корни идти. Нет. Продолжает растить корни. Вот такие, видите? Тоже такие интересные корешки. У орхидей у всех корни просто замечательные, просто загляденье. Лимоша, выходи. Поздоровайся с девчонками и мальчишками. Лимош. Сидит там, яблоко есть. Девочки, она у нас уже пожилая птичка, поэтому уже и сил у нее под вечер нет скакать по жердочкам. Сидит там внизу. Так, в общем, смотрите, пока мы ля-ля-ля, уже вон скука нет. Видите, пьет.
пьет. И вот эти же были высохшие до ужаса. Прабабки, тетки, дядьки. А когда корни отросли у молодой бульбы, у старых бульб не растут корни, выросли уже корни от молодой бульбы. Девочки, ну такие интересные процессы происходят на этой орхидее. Купите хотя бы одну себе, ну 2, ладно. И поиграйтесь, понаблюдайте. Это так ну, интересно очень. Они, кстати, не дешевые. Я заметила, что они, вот эти приехали 1,7, получается, в начале лета. А взрослые, сейчас вот я не вижу в продаже их в заказах, они все на осень едут почему-то. Видно, их подращивают. Они там... у них же там, подождите, у нас осень, у них там весна, да? В общем, у нас на осень часто взрослые бывают. Я уже прям вот эти 2 заказала. Думаю, все, не буду брать малышню, потому что 2 уморила малышни. Вот 1 только остался. И думаю, возьму 2 взрослые, буду со взрослыми. И действительно, взрослые лучше, девочки, переплатить и взять взрослых. Потому что у них запас больше. Вот, как бы, вот тут, например, да, 3 бульбы. И эти бульбы уже с запасом и меньше шансов погибнуть, больше шансов выжить. И так и получилось. В общем, я сегодня вот вам на вечерний репортаж на тему вот этих вот моих любимых таких. Я вот сейчас чисто балдею от их листвы, от кустов, от куста, от бульбы и от этих вот красивенных прям павлинов, понимаете? Павлины они для меня. Я еще не видела цветения. Может, мне не понравится, я не знаю. Девочки, ну делюсь с вами положительными эмоциями, потому что мне нравится, как они растят корни. Быстро так, молниеносно. Вот они уже, если начали, то их не остановить. Понимаете? Я не знаю, что надо сделать. То, что они любят попить, и ты не боишься их перелить. Вот это мне нравится. Но я еще не видела их цветения. Я вот здесь присматриваю. Что-то тут вот, по-моему, появилось. Но это, я не знаю, что это. Оно сидит на месте. Либо это новая бульбочка будет. Видите, вот там внизу, между ними. Либо, ну, я не знаю, как они цветут, откуда. Отсюда. Ничего про них не знаю. Просто вот получаю удовольствие от того, что за ними наблюдаю. Когда они вот так вот пышно разрастаются, да? В общем, настоятельно рекомендую не бояться. Купить хотя бы одну и не бояться, и вот весь цикл ее роста, получается, пронаблюдать. То есть весной проснулась природа, проснулся ростик, начал расти, вы его не поливаете. Когда приехала, вы ее посадили, вот, например, вот так, как я сделала, с запасом места. Внизу мох, потом мелкая кора вперемешку, там, что там у вас есть. Вот у меня тут серамис, это все чисто такие экспромты, мелкая кора. Посадили, вот бороду ту не обстригайте. Если там совсем будут такая труха корни, их снимите. Если будут плотные корни вот у старых вот таких бульб по приезду, вы их оставьте. Что бы там ни говорили, застригают на нет, девочки, ну я понимаю, но бывает, что старые корни какое-то время помогают на плаву орхидеи оставаться в какой-то критический момент. Ну, это вот мое мнение. И потом, когда выйдет новенькая бульба, вы не поливаете, пока она начнет расти, так быстренько так растет, потом начинает немножко разворачиваться листва потихонечку. Главное, что листья есть, корней еще не видно. Эти начнут худать, потому что она начнет с них все вытаскивать. Потом, значит, бульба это все-таки в конце концов, когда уже будут какие-то маломальские листики, а вы еще не поливаете. Некоторые рекомендуют чуть-чуть сбрызнуть грунт сверху, чуть-чуть, что если совсем вот эти вот кладовки станут, ну, совсем тощие. Это у меня были тощие, я там чуть-чуть вот так вот подальше от бульб, вот так чуть-чуть вот сбрызнула. Ну, я думаю, что это было даже и ни к чему. И потом, когда новая бульба пошла искать воду, пошла растить корни, и вы их не
поливайте, пока они только начали расти, потому что они не потому, что это так придумали, а потому что они не впитывают воду. Они пока не наберут определенного размера, веломен их не начнет зеленеть. В общем, вы даже видите, вы на них брызнете, например, на эти корни, вы просто, если сильно зальете растущие новые корни, вы загубите бульбы, начнется, может, гниль начаться на бульбах. Это ж все, капец растению. Если корни уже проросли хотя бы до середины горшка, и рост рекомендует сантиметров 12 уже вырос, а многие рекомендуют и 18, в общем, от 12 до 18. И вы увидите, что вот только вот этот размер набрала бульба новая, пошли щеткой корни со всех там сторон, и они пошли в грунт, и вы увидите, что они появились у стенок горшка, и там где-то хотя бы один корень появился внизу, вот нижним поливом поливайте, и все. Ох, наговорила, натарахтела. Девочки, ну хочется поделиться с вами вот таким вот своим годовалым опытом. Этого думала тоже потеряю, но слава богу, все нормально. Тоже много пересмотрела, перечитала, но я вам скажу, пока вы сами не попробуете. Ой, какая красота, ну гляньте. Ну вообще, гляньте, ну гляньте. Пока сами не попробуете, вы не поймете. Все, обнимаю вас крепко, показываю вам тут пару цветущих, что есть на сегодняшний день. Вот такая дорощенная бабочка красавица. В общем, все нормально. Радуемся цветению. Набираемся положительных эмоций. Боже, я даже не видела, что здесь у нас еще 2 бутона. Эх, не процвел ты по сорту. Ну ладно, будешь такой розовенький. Здесь у нас тоже вот уже черри-бом начала. Как-то, о, они прям, слушайте, ну эти 2 подружки, они прям вдвоем. Вот вдвоем тут цвели, вдвоем решили отцветать. Ну вы даете, девушки. Все, уже не пахнут, жалко. Но здесь вот я вижу, там у нас новый цветонос, поэтому что-то еще добудет. Что-то еще добудет. Ой, уже надо всех поливать. Все, друзья мои, всем обнимаю, всем шлю привет. Всех обнимаю, всем шлю привет. Пока-пока. Вот здесь такое у меня желтое чудо одно. Такое красивое, остроносое. И вот желтое чудо второе. Такие 2 желточка на полочке. Сапфир, девочки, все. Отцвел этот цветонос, но вот у меня новый. Сапфир дает. Жду, пока засушит. Но он скоро засушит этот листик. Так, тайсука еще цветет, девчонки. Вот мы тогда же ее посадили в плагрон. Ну, такое. Пока новых корней не растит, она еще цветет. Но пока держит она цветочки, все нормально, пока держит. Все, обнимашки, обнимашки, обнимашки.